Всем привет! Сегодня мы будем разбирать, как писать стекло на примере вот этого красивого графинчика. Мне он очень понравился за счет того, что, во-первых, он зеленый, я люблю зеленый, а во-вторых, он сочетает в себе несколько видов стекла, то есть здесь непрозрачное стекло, здесь немного даже матового стекла. И сама колба — это такое классическое стекло, на котором я могу показать, собственно говоря, как оно выписывается, потому что есть определенные, ну, не каноны, а особенности, которые помогают писать стекло, потому что, во-первых, оно прозрачное, оно имеет всегда очень много бликов, плюс светотень немножечко иначе располагается на стекле. Ну вот, как вы можете заметить, здесь такая вот темная окантовка, это, скорее всего, само по себе стекло. В темной его части это такая толщинка стекла, потому что, скорее всего, колба уплотняется вниз. Здесь более тонкое стекло, плюс у него есть дно, но дно, как видите, здесь через такой светлый промежуток, это опять-таки показано сама толщина этого стекла. В общем, давайте разбираться по порядку. Вначале мы его закомпонуем, а потом уже, когда я буду работать с цветом, я более подробно остановлюсь на всех этих аспектах. Итак, у нас вот эта штука занимает где-то 1/3 нашего графинчика. Итак, вот я быстро набросала форму нашего графина. Теперь, что нам нужно обязательно сделать перед тем, как начать цветом это все заполнять? Нам нужно обозначить все вот эти вот моменты, такие вот точечные, чтобы мы потом про них просто не забыли. То есть мы сейчас наметим тени, такие самые основные, мы наметим блики, для того, чтобы нам потом, когда мы будем рисовать, чтобы цветом, чтобы нам было удобнее. То есть вот этот темный элемент внизу мы пометим, что он здесь есть. И дальше мы еще плюс-минус как-то перенесем вот эти моменты. Видите, оно здесь по форме идет. То есть, конечно, прозрачность прозрачностью, искажение искажениями, но все-таки блики идут по форме, как раз таки они помогают подчеркивать. Здесь тоже тоненькая такая полосочка. Здесь много маленьких каких-то. Мы совсем чуть-чуть их нанесем. И вот здесь у нас еще есть. Так, у нас здесь, во-первых, есть толщинка. Ее тоже. Это толщина стекла, там, где, скорее всего, либо он обрезался, либо немножко сгибался. В общем, там само по себе стекло более плотное, за счет этого оно создает такую тень. Потом идет полоска света. Потом у нас есть темная пробка. Здесь тоже будет темненькая. Теперь у нас вот здесь очень темное место. Здесь опять темная полоска, и здесь вот такая штука. И здесь у нас тоже блики, блики, блики. Здесь тоже темная полосочка такая будет. Вот. Это самое основное. То есть лучше всего сразу прорисовать приблизительно, где будут самые темные моменты, и блики. Опять-таки, просто для того, чтобы вы не запутались в этом деле и не потерялись, когда уже будем цветом работать. Все, переходим на цвет.
Итак, начинать можно, в принципе, с чего угодно. Я хочу начать вот с основной массы такого очень светло-травянисто-зеленого оттенка. Для этого я беру светло-зеленый, по-моему, он так и называется, травянисто-зеленый, ну такой из палитры, но все равно хочу немного туда лимонного желтого добавить и кадмия немножко желтого, чтобы он совсем такой был вот яркий-яркий зеленый, потому что на референсе у нас как раз такой очень яркий, красивый зеленый. И заполняю им вот это пространство и чуть-чуть внизу тоже можно. Там, где вижу этот цвет, туда я его и заполняю. Обязательно аккуратненько обхожу все наши блики. Они нам важны. Вот здесь можно спокойно заливать, потому что там будет тень. Тень мы положим сверху, она все это у нас перекроет. Так. Теперь аккуратненько просто все заполняем. Вот до этого момента, потому что там у нас будет темень. Мы уже иначе ее там и цвет, и не будем так сильно заливать ее. Потому что еще то, что характерно для стекла, особенно для прозрачного обычного стекла, не цветного, это то, что когда вы его пишете, вы можете писать прям такими мазками, которые никак не перетекают друг в друга. Это тоже хорошо подчеркивает фактуру. Но у нас здесь и форма такая, и сама по себе цвет, он все-таки дает более плавную, возможность плавно все залить. Так. Я вот вижу, что вот здесь чуть-чуть тоже можно. И вот здесь. Он совсем практически в белый ходит. Вот здесь можно размыть немного. Так. Теперь я могу вплавить немного темного оттенка. Вот сюда. Может он и перелиться, может не перелиться. Это уже не так важно. Беру такой более насыщенный зеленый. Добавляю немного изумруда. Здесь уже могу тени немножко прописать. Если они расплывутся, хорошо. Не расплывутся, тоже хорошо. Здесь, кстати, такая явно размытая грань. То есть я уже больше ориентируюсь просто по референсу. И здесь тоже, видите, тут плотнее, там чуть легче. Вот само вот это пятно, оно неоднородное. То есть это вот как запеклось стекло, оно же выдувается. И не всегда там, где его приплющивают, так сказать, не всегда плотность одинаковая. И за счет этого вот появляются такие вещи. Как раз здесь можно поиграться, повплавлять несколько цветов разных. Здесь как раз можно более яркого добавить. Я бы еще чисто изумрудного добавила. Вот здесь. Здесь какое-то такое светлое пятно. Про блики не забываем. Здесь у нас нету бликов. Так, теперь вот этот темный момент. Он, как я его вижу, он такой прям темно-тепло-зеленый, даже с коричневинкой. Оттенок. Чуть-чуть коричневого. И этот же оттенок я могу вот здесь тоже чуть-чуть добавить. Вот здесь тоже. Как раз еще мокро. Здесь я бы еще добавила
изумруда. Итак, продолжаем. Так, вот в этот яркий зеленый я просто зеленого немножечко вмешала. И вот здесь чуть-чуть хочу добавить, чтобы подчеркнуть форму. То есть получается, она же загнута вот так, ну, то есть закручена вниз, но здесь еще дальше идет выпуклость. То есть здесь мы ее практически не видим, а сзади мы ее немного видим. Так, вот этот красивый зеленый я сюда чуть-чуть пущу. Я вижу, что здесь тоже много изумруда такого, прям откровенного. Можем его и сразу добавить. Так, дальше. Вот среднего оттенка у нас вот эта крышка, вот это все. Мы потом еще темным добавим, чтобы обозначить, что там еще внутри есть крышка. Надо, чтобы немного подсохло. Здесь я немного не довела. И здесь тоже. Но она просто уходит в нет. Становится. Так. Вот этим же можно вот здесь темное пятнышко поставить. И здесь. Чуть-чуть здесь смыть границу. Здесь тоже немного размыть границу можно. Так, вот тут нужно тоже темного. Нет, слишком светлый. Много коричневого. И так добавляю. Здесь я не заметила такой красивый эффект. Сейчас мы немножко вымоем, чтобы подчеркнуть стеклянность. Так, сначала водичкой размываем. Еще чуть-чуть. Так. И салфеткой промакиваем. Видите, как хорошо отмылся. Прям сверху можно наложить другой цвет, который здесь и предполагается. Вот такой вот. Это уже симпатично выглядит. Здесь тоже можно еще парочку. Видите, я их оставляю такими вот просто полосками, чтобы подчеркивать стеклянность данного сосуда. Еще вот здесь у нас такая прям желтоватость. Вот здесь. Откровенная. Так, у нас здесь немножко подсохло. Здесь добавить. Так, вот хороший оттенок получился. Нужно как раз вот это место залить. Здесь будет уже тень. Так, еще вот таким темным. Еще здесь пройтись. Как раз соединить эти тени. Здесь можно еще немного утемнить. Так, коричневый примешиваем. Вот так. Добавляем. Добавляем.
здесь будет сплошное месиво, если я сейчас сильно добавлю. Чуть-чуть совсем. Здесь хочется, все равно хочется добавить, невозможно дождаться, пока высохнет. Так, сейчас еще желтого вот в этот бок добавлю. Вымытый наш. Ладно, пока тут все сохнет, я немножечко тень сделаю, которая нам дает очень сильный блик зеленый. И потом уже такой сероватый, потому что поверхность белая, мы ее не будем учитывать. Сейчас я такой серенький сделаю. Серую пену я смешаю как раз каким-нибудь из коричневых. Вот так вот перелью это сюда. Здесь вообще хочется размыть. Вот так. Еще можно чуть-чуть зеленым добавить. Такого прям яркого. Что сильный блик такой дает. Так, все. Надо, чтобы немножко высохло. А то уже будет все смешиваться. Итак, у меня подсохла работа, поэтому я могу продолжать дальше. Надеюсь, у вас тоже. Итак, я хочу немного внести уже такие уточнения более темные. Хотя нет, давайте сначала я немного пройдусь по бликам, потому что зачастую блики, они практически белые, но в нашем случае вот здесь они более желтоватые. Такие я чуть-чуть пройдусь желтоватым оттенком, чтобы просто не забыть об этом. Здесь такой даже с зеленцой немножко смешанный такой вот. И теперь темный. Смешиваю коричневый с зеленым. Такой прям очень темный. И тонкой кисточкой уточняю. Я немного приподняла свою работу, чтобы видеть кончик моей работы. Вы тоже можете так делать, потому что все-таки акварелью удобнее работать, когда она немножечко под наклоном. У вас и краска течь будет лучше, и вам просто будет виднее. Что когда она совсем плоско лежит, если у вас рисунок такой достаточно большой, то искажается восприятие, и вам кажется, что все хорошо. Когда вы отойдете и посмотрите на свою работу, можете понять, что что-то не так. Дальше. И я вам говорила о том, что различается матовое стекло от обычного, привычного нам стекла, тем, что, видите, здесь прозрачность есть вот в этом участке, но бликов нету. То есть она полностью, так не отблескивает, потому что она матовая. Поэтому здесь мы просто прорисуем темные участки. Здесь примерно пробочка у нас оказалась на поверхности, здесь просто темно. То есть здесь объем пробки. Немножко ее обозначаем. Более светлый хочу. Так. Небольшое преломление. Здесь немного еще уплотнить. Еще вот здесь хочу.
еще темнее. Чем больше контрастность, тем более стеклянная ваша бутылка будет. Так, дальше пошла по теням. Здесь тоже очень темно. Здесь тоже. Вот здесь у нас уже такая более изумрудная история пошла. Тоже очень темная, но изумрудная. Так. Теперь немного уплотню. Вот здесь посерединке тень как раз проходит. Еще выше. Более темно-зеленый. Здесь тоже полосочка такая очень темная. Вот это крепление тоже достаточно темное, а потом сама вот эта колбочка, она не такая уж и темная, но она все-таки тоже идет более такая холодно-зеленая. Здесь немного вышло. Светлый. Сейчас немножко темнее. Вот тут хочу немного изменить эти границы. Так. Теперь самая верхняя часть. Здесь. Тут совсем прозрачный такой. И переход здесь достаточно тепло-зеленый в этом месте. Так. Еще здесь добавляю. Немного более холодный оттенок. И теперь пойду уточнять по всему телу нашей бутылки. То есть где-то вот изумрудный оттенок у нас появляется. Сейчас его везде, где вижу, я его обозначу. Вот такой блик очень изумрудный блик. Так, очень травянистый зеленый здесь оттенок. Больше желтого. Больше желтого. Так. Здесь еще. Так. Здесь немного подсохло. Немного добавлю. Теперь вот здесь надо разобраться, что к чему, куда и зачем. Так. Здесь мне нравится вот это место. Немножко поднимаю его. Так. И продолжаю уточнять. Кино нет, но бывает. Такой очень светлый участок. Так.
Все-таки за счет того, что это все в тени, нужно немного больше увести это все в тень. Такую прям откровенную тень, чем я сейчас и займусь. Что слишком светлое получается. Не совсем понятно, что это дно. Ну, предполагается, что это дно, но не сильно понятно. Здесь обычно зеленый. Здесь. Еще здесь размыло. Немного. Так. Добавлю здесь травянисто-зеленого. Пусть они там переливаются друг в друга. Еще немножко темного вот здесь на изгибе. Теперь получается форма изгибается. Поэтому на этом месте может быть что-то темное. Так. Это место тоже. Тут нужно немного размыть. Так. Слишком яркие вот здесь блики получились. Они немножко сбивают всю картину. Нужно их приглушить. Они должны остаться, но их нужно немного приглушить. Так. Еще вот здесь темнее надо сделать. Так. И я хочу все-таки вымыть вот здесь, где я вышла за границу. Надо вот так, чтобы более четким был. Так лучше. Итак, сейчас я оставлю немного посушиться, и тогда сделаю, возможно, еще финальные мазки. Надо немного подождать, чтобы оно подсохло. Итак, моим финальным штрихом будет добавление желтого на блики. Мне показалось, это самым будет удачным решением. И, кстати, если вы, в принципе, не понимаете, что с вашей работой не так, или что-то вам кажется... Ну, в общем, вы никак не можете оценить, нравится, не нравится, или добавить, не добавить чего-то. Просто отойдите от работы. В смысле, посмотрите на нее издалека. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Потому что, когда мы совсем вблизи к работе, мы видим все мелкие детали, они нас отвлекают. И для лучшей оценки все-таки лучше отойти от работы и оценить ее издалека, тогда и ошибки будут очень видны, если они есть в работе. И, ну, в общем, вы сможете понять, куда вам двигаться дальше. Я здесь потеряла как раз блик. Можно промыть его. Чуть-чуть.
Вот, потому что я отошла от своей работы, она мне понравилась, и я решила ничего больше не добавлять. Так что на этом мы закончим. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих уроков. Пока-пока.